Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня к нам в мастерскую в наш сервис обратились с просьбой замены экрана на Xiaomi Mi 5S. Что мы будем делать? Мы получили от поставщиков экран. Сейчас мы будем разбирать. И этот процесс я вам хочу показать в данном видео. Для этого нам понадобится скальпель, пинцет, крестовая отвертка. Ну, приступим. Здесь у нас болты уже отсутствуют, так как он обращались в другую мастерскую, те посчитали, что болты не запасные, им не нужны нашему клиенту. Ну, приступим к разборке. Вытаскиваем в первую очередь картоприемник, чтобы потом не плакать, почему оно не выходит. И при помощи скальпеля, я работаю при помощи скальпеля, подеваем аккуратненько и начинаем разбирать. Вот мы тут видим, уже экран меняли, батарейка выпадает, наклейки сорваны. Ну, давайте приступим. Ну, как я говорил вам ранее, мы сейчас будем менять экран. В первую очередь мы снимаем, откручиваем крышечку, где у нас находится аккумулятор. Нам надо отключить аккумулятор. Во избежание слез или покупки чужого телефона в фонд мастерской, потому что в любой момент может соскочить отверточка или, не дай бог, что-то попасть и пройти за короткое замыкание, и будет неприятно. Так что в первую очередь мы снимаем батарею, чтобы дальше спокойно работать, не нервничать, не переживать. Батарейка у нас находится на шлейфе под этим щиточком. Сейчас я выкручиваю болтики, снимаем крышечку, берем пинцет, берем пинцетик, убираем в стороночку. Вот у нас есть такой коврик хороший с Алиэкспресса. Вот, что мы тут видим, мои дорогие? Видим нашу батареечку, которую мы снимаем. Телефон был в другом сервисе, я вам говорил. Батарейка не приклеена, что говорит нам, что уже дисплей меняли. И плюс у нас отсутствуют болты. Ну, люди строятся, им, наверное, надо. Не хватает болтов, не сдают, я не знаю, что у нас будет. Тут мы видим у нас дисплейный шлейф и шлейф, который соединяет саму основную нашу плату с разъемом зарядки и динамиком микрофона соответственно. Давайте мы это все аккуратненько отключим. Раз, два. Все, мы это отсоединили. В принципе, можно. Давайте начнем снизу все-таки менять, тихонечко, аккуратненько. Да, мои дорогие, я забыл вам сказать, нам понадобится, я использую в своей работе профессиональную аппаратуру. Мы работаем только с профессиональными вещами. Для разборки этого телефона нам понадобится печка, которая нагревает телефон до определенной температуры, чтобы размягчить клей, чтобы мы могли спокойно снять динамики, отклеить шлейфа, не порвать, не потянуть, потому что девиз нашего сервиса: мы делаем качество, мы делаем лучше, чем другие. Ну вот, сейчас мы отстегиваем все шлейфа, подготавливаем к печке, потому что в печке, чтобы мы могли спокойно не отдирать эти шлейфа. Вот, отключаем коаксиальный кабель. Я, как вам говорил ранее в первом видео, я работаю руками, я не чувствую пластик. Не знаю, кто-то может сказать, что это совок, колхоз. Ну, я так привык, извините. Зато я знаю, что я чувствую, что я делаю, и будет все хорошо. Вот еще не забудьте, пожалуйста, мои дорогие, отключите LED кнопок включения и звука, потому что он маленький, его не видно, можно легко его порвать. Если у вас не как у меня нормальная сборка, где и кнопки присутствуют, тогда будет неприятность, надо будет их или восстанавливать, или искать новые кнопки. Так что будьте внимательны, отключайте, пожалуйста, отключайте все камеры. Вот здесь у нас еще одна камера есть, посмотрите внимательно. Одна на другой шлейф, один на другим. Потому что можно открыть один шлейф, не увидеть второй, дернуть, а потом после этого иметь неприятности с человеком. То бишь, надо будет покупать ему камеру, ставить. Все, мы все флеты отключили, вот они все у нас находятся. Здесь у нас еще есть держащие болты, мы их снимаем. Вот мы их открутили.
Так, теперь аккуратненько, как я вас и просил в начале видео, лезть оно не идет, не дергаем, смотрим, вот здесь у нас его держится плата, потихонечку. Вот видите, еще один флэт, чуть не пропустили, вот так вот отключаем. Отгибаем так, что когда будем открывать, чтобы оно его не потянуло. Вот, потихонечку. Все, мы извлекли успешно сам вот. На самом деле это весь телефон, вот он. Вот мы видим, у нас стоит термоподушка, которая отводит у нас тепло от процессора. Камеры. Что тут у нас осталось? Осталось у нас динамик, потому что он снимается, не снимается. Сейчас посмотрим. Снимаем нижнюю часть. Музыкальный динамик. Болтов не хватает. Наверное, в другом сервисе у нас мастера строятся. Проблемы с болтами. Нужны им болты, видимо. Решили не ставить. Все до конца. Вот здесь мы выкручиваем все болтики. Болтики я оставлю по группам, как я вам и рассказывал. Что мы здесь видим? Мы вот здесь видим коаксиальный кабель. Мы его выдергиваем, от платы снять не будем, мы его прям с платы снимем. Здесь у нас еще один болт остался. Что у нас здесь с вами остается? Вот, тут мы увидим, у нас идет флет, идет флет на вибратор. Вот, чтобы это мы не отрывали, не выдергивали, мы будем сейчас использовать термопечку, специально предназначенную для смягчения, размягчения клея. Вот, ага, в принципе, если меняли до нас, может быть, вот это у нас датчик приближения, датчик света. Аккуратно вытаскиваем. Смотрим, что динамик. Динамик мы можем, и он приклеить можем. Динамик не приклеим, потому что видим, что его до нас уже меняли. А что у нас здесь с флетами? Они держатся. Тянуть я их не буду. Я их поставлю в печку. И пускай они нагреются. И мы спокойно их разберем без повреждения. Ну что, мои дорогие, давайте поставим телефон в термопечку, для того, чтобы она нагрела нам клей, размягчила. Мы могли спокойно снять все флеты, все динамики, чтобы мы ничего не повредили. Для этого мы включаем печку. В печке мы выставляем температуру и таймер времени. Ставим наш телефончик. Завариваем кофе. 10 минут у нас свободного времени есть. Вот таймер на показ времени. Когда он дойдет до температуры, мы услышим звуковой сигнал. И после этого уже можно будет продолжать работать. Ну вот, прошло 10 минут, пора уже телефон доставать. Печка нам дала звуковой сигнал. Мы достаем телефон. Он горяченький у нас. Ай-яй-яй. Печку мы включаем. Пока он горячий, сейчас мы быстренько снимем с него все шлейфа, что нам надо. Вот это легко отклеивается, без усилий. Так, это мы сняли. Сейчас мы будем снимать виброзвонок. Окей.
Обратите внимание, друзья, бузер у нас идет магнит в конструкции бузера, как нам известно. Бывает так, что вот таким образом прилипают болтики, мастера неаккуратно, не смотрят, не обращают на это внимания, закрывают. И потом почему-то не садится или лопается дисплей. Будьте аккуратны, пожалуйста. В этих моментах динамики проверяйте всегда, чтобы с другой стороны не было болтиков и вы не наделали бед. Потому что цель ремонта отремонтировать, а не доломать. То есть аккуратненько держим, чтобы оно у нас ничего не попадало, не посыпалось. И при помощи, или же, вот батарейка у нас падает, обязательно будем ее клеить. При помощи пинцета или другого предмета пытаемся включить телефон. Телефон включился, вот у нас идет заставка Xiaomi. Что я вам хочу сказать? Надо дождаться полного включения. Потому что картинка это хорошо, но так как у нас идет полностью сборка, а что значит сборка? Оно идет вместе с сенсором, то бишь тачем. Надо проверить на его работу, как оно работает. Это вот резиночку я, господа, забыл поставить. Сейчас поставим. Телефон у нас не собраны. Смотрите, не забывайте, не заглушечки, резиночки, они не просто так. Теперь уже можно ставить крышечку. Давайте перед полным сбором посмотрим, что мы могли забыть. Вроде бы все мы перенесли, поставили, не вроде бы, а точно.
Лучше 2 раза проверить, нежели не доделать работу до конца. Включаем. Пошло. Снимаем транспортировочную пленку. Это так, сим-лоток на место. А это клиенту на долгую память. Потому что все детали, которые мы снимаем, мы выдаем клиенту. И клиент уже принимает решение, собирать в коллекцию или выбрасывать, или что с ними делать. Ну, давайте дождемся полного включения и посмотрим. Видим, что работает. Сдвиньте вверх для разблокировки. Все, видим, что дальше работает. Повторяет, видно вам, не видно, не знаю. Повторяет попытки ввести графический ключ. Кнопки наши посмотрим. Нажимается, я чувствую, но за счет того, что телефон закодированный. Вот так. Настройки. Нет, не пускает. Все, работа закончена. Человек будет доволен. Мы заменили полностью в сборке. Мы не клеим, мы не переклеиваем, не расслаиваем. Это в утиль, вернее человеку в возврат. И все. До свидания, до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки.